Глава 476. Переговоры. В прекрасной долине в лесу хаоса кусты и маленькие деревья слились в пышную зелень, наполненную мягким и нежным чувством. Там были различные цветы, украшающие ее, и бесчисленные существа двигались сквозь них. Вокруг центра долины был небольшой городок, построенный из камня. Этот город был покрыт зеленым мхом и еще одним слоем ежевичных цветов. Если взглянуть со стороны, они прекрасно вписывались в окружение. Это был цветочный город. Цветочный город был обычным городом между городом боевых знамен и городом чудес. Точно так же, как бесчисленные маленькие города в лесу хаоса, цветочный город был основан, чтобы дать окружающим племенам лесной рынок, помогая различным племенам в необходимых ресурсах и предметах первой необходимости. Будь то масштабы или численность населения, маленькие города в лесу хаоса были ничтожны. В последние несколько дней в городе произошло большое событие. На холмах 4 соседних сторон в камне вдруг появились разноцветные флаги. В этом зеленом мире десятки тысяч волчьих кавалеристов, спустившихся с холма, как черная волна, полностью окружили маленький город. Это была армия города боевых знамен, люди цветочного города были напуганы до смерти. Они хотели сбежать в панике, но армия города боевых знамен не дала им никакого шанса. Нож мясника безжалостно падал на головы местных жителей, убив более 5000 жителей города. Эти палачи отрезали головы горожан и насаживали их на пики на въезде в маленький город, образуя 2 аккуратных ряда. Это было похоже на окровавленный красный ковер, приветствующий гостей. Войска города боевых знамен были размещены в 2 аккуратных ряда, с черными доспехами и развивающимися флагами, которые давали людям глубокое и холодное чувство угнетения. Эта группа трусов еще не здесь. Орк с головой, полный маленьких косичек, сидел в маленьком городке, наполненном реками крови. Его обнаженная верхняя часть тела была покрыта ранами и татуировками, с 2 гигантскими топорами, покрытыми аурой смерти с обеих его сторон, он восседал на огромном троне. Рядом с ним стоял молодой орк, такой же жестокий, как гепард. У них двоих было похожее лицо, они, должно быть, были отцом и сыном. Обезглавленные трупы образовали гору позади них, как мебельный фон, используемый для фотосессии. 200 орков-воинов с клинками стояли с обеих сторон, и у каждого был ледяной взгляд. Они вообще не двигались, как статуи. Отец, слабый человек, должно быть слишком труслив, чтобы прийти. Почему бы нам не поговорить с господином городским лордом и напрямую использовать город боевых знамен, чтобы захватить город чудес? У нас определенно есть превосходство с точки зрения силы. Это не так просто, Грей. Старший орк покачал головой. Все больше и больше слухов о городе чудес, и есть некоторые, которые сильно преувеличены. Например, они могут использовать своего рода пространственную способность и отправлять продукты из человеческих стран в лес. Мы не можем подтвердить эти вещи, но согласно отчетам разведчиков, изменения в городе чудес действительно очень велики, и в их руках много невообразимых технологий. Старший брат очень заинтересован в них, поэтому взять город чудес под контроль лучше, чем захватывать его. Орк Грей больше ничего не спрашивал. Это произошло потому, что подошел орк и сказал: «Они пришли». Чу-Тянь и Нангунь Юнь прибыли в цветочный город, и они слегка сжали брови. Они никогда не думали, что город боевых знамен сделает такой большой показ. Мало того, что они вырезали весь цветочный город, они также разместили здесь по меньшей мере 20 тысяч военнослужащих. Эта сцена была очень сильным сдерживающим фактором. Возможно, никто из тех, кто пришел бы на переговоры, не смог бы сохранять спокойствие. Мощь элиты города боевых знамен была очень удивительной. Это место было окружено, словно под железным куполом, даже воробью было бы трудно вылететь. И есть только 2 человека. Все орки показали ошеломленные выражения. Город боевых знамен послал 20 тысяч элитных солдат, а город чудес отправил только 2 человек. Со счетом 10 тысяч к 1 это было действительно шокирующим. Чу-Тянь носил одежду городского лорда, позволяя всем увидеть, что он был городским лордом с первого взгляда. «Вы городской лорд города чудес?» Старший орк холодно рассмеялся. Этот свирепый вид и земля, покрытая кровью и с горой из безголовых трупов, дадут любому ужасающий фактор сдерживания. Я, Калидон, вице-лорд города боевых знамен, младший брат городского лорда Као, а это мой сын Грей. Чу-Тянь сел, как будто ничего не видел. Нангунь Юнь держала копье в обеих руках, стоя позади Чутяня. 2 из них были окружены жестокими орками, более 10 из них были в царстве истинного духа. Калидон был экспертом в царстве преобразования души, а его сын Грей считался одним из сильнейших среди орков. Но даже с давлением этого состава их лица не изменились вообще. Чу-Тянь сказал несколько недовольным голосом: «Этот городской лорд прибыл по приглашению городского лорда Као, но городской лорд Као не пришел и вместо этого послал своего помощника. Вы, орки, действительно не понимаете нравов». Гар.
Окружающие орки издали рев, как дикие звери. Каледон остановил Грея, который хотел выпрыгнуть, и, фыркнув, сказал: «У городского лорда города чудес действительно есть немного смелости. Неудивительно, что эти слабые карлики отдали вам город. Городской лорд города чудес — очень прямолинейный человек, а орки — очень прямолинейная раса, поэтому давайте не будем бить вокруг куста, и я буду говорить откровенно». Чутянь перешел в более удобное положение. Я слушаю. Изменения в городе чудес в последнее время были очень выдающимися, и если вы не выберете хорошую сторону как можно скорее, возможно, вы будете уничтожены. Каледон сделал паузу, прежде чем сказать: «Город боевых знамен хочет стать другом города чудес. Пока наши города будут работать вместе, мы сможем уничтожить желания других сил и укрепить нашу власть и сферу влияния». Каледон сказал эти слова так, как будто он действительно поддерживал это сотрудничество, и действовал так, как если бы боевое нападение города боевых знамен на город чудес не происходило. Чутянь сказал нейтральным голосом: «Условие. Город боевых знамен предоставит сотни тысяч элитных орков и разместит их в городе чудес, помогая городскому лорду защитить город, сдерживая врагов и поддерживая мир в городе». Каледон медленно сказал: «Это позволит городскому лорду твердо сесть на свой трон. Конечно, как условие торговли, половина военных расходов вашего города будет выплачиваться городу боевых знамен. Более того, город боевых знамен отправит компетентного человека, чтобы стать вице-лордом города чудес, помогая городскому лорду в управлении городом. Позволив вам разместить армию и заставить нас платить вам дань, вы хотите дать нам пустые места». Нангунь Юнь не могла не взглянуть на них. «Ваши пасти смердят, словно вы ели дерьмо». «Как смело». Грей поднял боевой топор. Чутянь не злился и просто улыбался. Городской лорд Као действительно доброжелателен, но город чудес имеет хорошо обученную армию и не нуждается в городском лорде Као или в ваших заботах. Не говоря уже о том, что город чудес — это защищенный город под вечным лесом. Я думаю, что во всем лесу хаоса не так много людей, которые не дадут лица вечному лесу. Каледон разразился смехом. «Вы, люди, действительно любите шутить, кто не знает о старомодной группе Вечного леса? Если вы не покушаетесь на их территорию, они никогда не отреагируют. Что касается хаотического места, такого как город чудес, то эти старомодные эльфы будут скорее избегать его, так как они могут взять на себя инициативу, чтобы сделать шаг». Сказав это, тон Каледона стал холодным. «Я скажу вам правду. Здесь около 20 тысяч элит. Как вы думаете, они здесь только для шоу? Это место находится менее чем в 4000 миль от города чудес. Эти 20 тысяч элит могут атаковать ваш город менее чем за 2 часа. Ваш город чудес слаб и внутри, и снаружи, без защитного барьера или сильной армии. Как вы думаете, вы сможете блокировать атаку города боевых знамен?» Чутянь слегка прищурился. «Ты мне угрожаешь?» Город боевых знамен искренне желает стать друзьями с городом чудес, но город чудес осмеливается отвергнуть добрую волю орков. Тогда орки не против показать, насколько мы жестоки. Нангунь Юнь начала смеяться. «Вы хотите сражаться с городом чудес всего с 20 тысячами людей? Почему бы вам не попробовать и не посмотреть? Нет смысла в жестоких словах. С того момента, как вы прибыли, ваша жизнь уже была в руках орков. Сдача — единственный выбор, в противном случае мы отрубим ваши головы, прежде чем отправить нашу армию в атаку на город чудес». Грей с холодной улыбкой сказал: «Согласно тому, что мы знаем, вы одолжили все свои финансы окружающим племенам. Эти 20 тысяч человек не смогут разрушить город чудес, но нам просто нужно уничтожить ваше предприятие, окружающий город, и город чудес потеряет все свои инвестиции. В это время не будет необходимости во второй атаке, город чудес рухнет сам по себе. Ты зеленая лягушка». Нангунь Юнь вскочила, как кошка, которой наступили на хвост. «Если ты осмелишься сделать хоть один шаг на землю города чудес, мы взорвем всех вас, зеленых лягушек из города боевых знамен, на куски». Грей пришел в ярость. «На что ты надеешься, оскорбив меня?» Это невежественная человеческая женщина, осмелившаяся оскорбить заслуженного орка-воина, ее единственный конец — смерть, вне зависимости от мнения городского лорда, сказал Каледон еще более холодным голосом. «Грей, используй топор воина, чтобы очистить свою честь воина». Нангунь Юнь щелкнула пальцами. «Хочешь драться? Хорошо. Кажется, на этот раз нам нечего обсуждать», сказал Чутянь Нангунь Юнь. «Сколько времени это займет?» Нангунь Юнь посмотрела на Грея и сказала с презрением: «Об этом мусоре можно позаботиться за 10 секунд». «Тогда 10 секунд». Чутянь достал свой мобильный телефон и набрал номер, позвонив в центр управления. «Небесное наказание первое и второе. Через 10 секунд активируйте небесное наказание». Я повторяю, через 10 секунд активировать небесное наказание. Небесное наказание получило приказ. Начало отсчета. 10. Все орки были ошеломлены, что этот парень делал.
10 секунд. Победить Грея за 10 секунд? Даже если Грей был молод, он все еще был в 4-м слое царства истинного духа. Эта человеческая женщина была в тривиальном 3-м слое истинного духа. Это была не просто разница в одном слое, это была разница между сферами духа Земли и небесного духа. Каледон почувствовал сильное и странное неудачное предчувствие. Грей, сделай это. Немедленно позаботься о ней. Чутянь выключил свой мобильный телефон и положил его обратно в карман. Глава 477. Пламя. С молниеносной скоростью фигура Грея исчезла с его первоначального места и превратилась в тень перед Нангунь Юнь. Топор упал на Нангунь Юнь так же быстро, как молния. Пен, когда духовая энергия Грея вспыхнула, под его ногами появились 2 дыры, и вокруг него появился исходный дух в виде монстра, покрытого шипами. Бесчисленные шипы из духовной энергии нанесли удар Нангунь Юнь, вонзившись в тело Нангунь Юнь и превратив ее в дикобраза. Жесткая духовная энергия полностью разразилась. Грей пролетел над Нангунь Юнь, и гигантский топор упал на землю. Эта атака была сделана не человеком, использующим топор, а скорее топором, несущим человека. Он уничтожал все на своем пути, и даже гора могла бы быть разрушена. Так быстро. Чутянь прищурился. В тот момент, когда Грей атаковал, Каледон подал сигнал рукой, и 10 экспертов в царстве истинного духа извергли их источники духа. Рука Чутяня только достигла меча на его спине, поскольку различные виды оружия были направлены на него. Пока он немного двинется, он мгновенно будет разрезан на куски. Городской лорд, я не знаю, какой трюк вы хотите сыграть. Каледон не сдвинулся со своего места, но я надеюсь, что вы не будете двигаться случайно, иначе я не могу быть уверен, что произойдет. Хорошо. Чутянь показал слабую улыбку, выглядя равнодушным. Он начал считать в своем сердце 9, 8, Нангунь Юнь выпустила бушующее пламя, мгновенно посылая всплеск духовной энергии. Пламя сжалось в ее руках, когда она нанесла удар по топору. Глупая женщина, Грей холодно рассмеялся. Его лезвие топора слегка дрогнуло, и вышел рев гигантского зверя, который был ревом духовного оружия. Можно ли использовать плоть и кровь, чтобы противостоять этому оружию, имеющему душу? Не говоря уже о слабом человеческом теле, даже ОГР превратится в месиво, огненный кулак и свечение топора столкнулись. Был сильный взрыв в воздухе. Заряд Грей был остановлен, и Нангунь Юнь упала на землю, сделав несколько шагов назад. Она все еще была покрыта пылающим огнем и, казалось, совсем не ранена. Что происходило? Этот человек мог использовать свое плотское тело, чтобы противостоять боевой топору Грея. Этот боевой топор был знаменитым духовным оружием в городе боевых знамен, а Грей был воином в 4-м слое истинного духа в небесной сфере. Это не было чем-то, что мог заблокировать человек в сфере Земли даже на последней стадии. Не говоря уже о том, чтобы сделать это голыми руками, Нангунь Юнь была окутана пламенем, и ее рыжие волосы начали танцевать. Она была как разъяренная богиня огня, и это все, на что ты способен. Я даже не использовала всю свою силу. Грей издал злой и дикий рев, совсем как дикий зверь, потерявший контроль. Насмешка Нангунь Юнь была не просто провокацией, это было своего рода позором. Тяжелый боевой топор плавно перевернулся, как резак в руках скульптора, но упал, как молот в руках кузнеца, и мгновенно разослал сотню осколков топора, которые расцвели словно лотос. Хороший ход. Нога Нангунь Юнь выпустила пламя, и ее руки превратились в гигантские кулаки. Это было не слишком эффектно и не слишком умело, но это было очень быстрым и сильным. Эта техника напрямую заблокировала атаку Грея. Хотя каждый удар топора был полон силы разрушить гору, и нормальный культиватор был бы разбит на куски. Нангунь Юнь заблокировала сотню нападений и не пострадала вообще, что подорвало взгляды на жизнь каждого. Боевой топор Грея становился все быстрее и быстрее, но кулак Нангунь Юнь также стал быстрее. Это не было воображением, это было просто состязание в силе, скорости и духовной энергии. Было бы разумно, если бы это был бой того же уровня, но совершенствование Грея было намного выше, чем у Нангунь Юнь, и у него было духовное оружие, но он не мог победить другую сторону. Это не может быть оправдано вообще. Трансформация зверя. Грей в сочетании с его исходным духом превратил свою зеленую кожу в пурпурно-черную. Большое количество игл, похожих на лезвие, выросло на его спине и руках. Это было не просто изменение внешности, оно также увеличило его скорость и духовную энергию в несколько раз, значительно увеличив его боевую силу. Черный дух, высвободи свою силу. Когда дух оружия боевого топора был вызван его хозяином, он внезапно выпустил интенсивный черный свет. Этот и так немаленький топор стал еще больше в 5 раз. Аура, которую выпустил Грей, была уже не разрушающей горы, а скорее солнцем и луной аурой, способной сокрушить всех существ. Он явно уже использовал свое уникальное умение. Отлично.
Так мне нравится гораздо больше. Нангунь Юнь столкнулась с этим диким жаром топора, но она не только не увернулась, но вместо этого показала волнение. Ее руки сложились и выглядели так, словно она хотела поймать эту атаку. Свечение серого топора взорвалось. Вы жаждешь смерти. Этот клинок был похож на бесформенную волну. Это была атака, которая не могла быть перехвачена, несмотря ни на что. Нангунь Юнь не могла поймать эту бесформенную ци топора. Он врезался бы в тело Нангунь Юнь и мгновенно разрезал бы ее пополам. С такой мощной атакой, даже если бы у этой девушки было такое же сильное тело, как у демонического зверя, ей невозможно было бы выжить, Грей не был удовлетворен этим. Черный боевой топор снова повернулся. Эта волна превратилась в десятки тысяч стрел. Он хотел полностью уничтожить эту девушку, превратив ее тело в клочья своей атакой. В этот момент Нангунь Юнь закричала: «Бессмертное тело звездного света!». Светло-голубой звездный свет окружил ее тело, остановив десятки тысяч атак. Звездный свет мгновенно изменился от слабого к сильному и полностью заблокировал эту интенсивную атаку. Выражение Грея изменилось, и он тут же снова рубанул топором. Хонг, Нангунь Юнь полностью отразил атаку, и боевой топор понемногу разбился. Сильная атака Грея была фактически возвращена. Ты хочешь убить эту старушку с помощью подобной способности? Нангунь Юнь взлетела в воздух, стоя на высоте 40-50 футов. Окружающее пламя усилилось, мгновенно покраснев. Странная и интенсивная энергия была выпущена, сжигая пространство вокруг нее, и, наконец, появился божественный огненный феникс. Теперь моя очередь. Все орки были поражены. Все думали, что исходный дух этой девушки был просто источником огня. Кто бы мог подумать, что Нангунь Юнь не использовала ее полную силу вообще. Полностью высвободив силу огненного феникса, она исчезла в огненном фениксе, когда напала на Грея. Стоп. Калидон сердито взревел, взлетев в небо, когда его двойные топоры образовали кроваво-красный крест в небе, не давая Нангунь Юнь напасть на Грея. Калидон был экспертом в царстве преобразования души, поэтому, хотя он и атаковал быстро, он все равно не мог сравниться с Нангунь Юнь. Крест остановил нападение Нангунь Юнь. Если бы Нангунь Юнь была намерена убить Грея, она была бы ранена этой атакой. Если бы Нангунь Юнь хотела уклониться от этой атаки, она не смогла бы выпустить свою полную силу атаки, и Калидон мог спасти своего ребенка. Нангунь Юнь была сумасшедшей, ей было все равно. Даже если бы это была огромная опасность, она не колебалась ни секунды, поскольку сгущала силу своего огненного феникса для атаки. Тело Грея сдуло, когда злое пламя превратило его в пепел. Нангунь Юнь также была поражена перекрестным ударом, и ее немедленно отправили в полет. Калидон послал еще один удар в своей дикой ярости, и Нангунь Юнь выплюнула кровью, но она не была разрезана на куски. Время вышло. Чутянь показал слабую улыбку, когда его зрачки побелели. 10 орков даже не знали, как Чутянь сделал свой ход, когда он исчез с одним пространственным колебанием. Калидон хотел расколоть Нангунь Юнь на куски в ярости. Чутянь схватил Нангунь Юнь с пространственной трещиной перед ней и мгновенно отошел на несколько сотен метров. Калидон сердито выпустил третью атаку и выпустил свет топора длиной в 100 футов в маленький город «Ты в порядке?» «Босс, спасибо». Травмы Нангунь Юнь не были легкими. Со вспышкой пламени она воспользовалась писанием Великой Нирваны и немедленно вылечила свои тяжелые травмы. Только одежда на груди Нангунь Юнь была разорвана, и это показало некоторые весенние пейзажи. Чутянь крепко держал ее, показывая слабый румянец. «Не говори, пойдем». Калидон был готов разрезать их на 10 тысяч кусков. Но со вспышкой света они мгновенно исчезли на месте. Что происходит? Где они? Сын Калидона был убит, и он уже потерял рассудок в порыве ярости, поэтому он не обращал никакого внимания на странные изменения. Был орк, указывающий на небо, когда он кричал в страхе: «Что это?». Все голубое небо было покрыто кучей черных точек. Эти черные точки двигались очень быстро и излучали невероятно сильную разрушительную ауру. Это плохо. Орки даже не успели среагировать. Первая волна бомб упала перед ними. Эксперт-орк подсознательно высунул ладонь, что привело к преждевременному взрыву бомбы. Волна интенсивного света и сильной энергии мгновенно окружила этого орка-эксперта. Половина его тела была превращена в древесный уголь, а другая половина была покрыта сильными ожогами, от которых его тело улетело на несколько десятков метров. Орки были поражены. У них не было времени бежать, отстаивать свою оборону или даже подумать об этом. Бесчисленные бомбы упали, как дикий шторм, каждая бомба превратилась в маленький грибок света и тепла. Эти тысячи бомб упали на эту область менее чем за 10 секунд. Бесчисленные маленькие грибные облака превратились в море света и пламени.
В этом разрушительном могуществе цветочный город был полностью поглощен. Всего за несколько минут вся долина была сплющена. Интенсивный свет можно было увидеть за сотни миль, а сильные колебания энергии даже разбудили некоторых глубоко спящих жестоких зверей. Земля дрожала. Волна ушла под землю на 1000 метров, что можно было почувствовать даже в подземном мире. Вицелорд города боевых знамен и армия из 20 тысяч элит исчезли. Когда энергетические волны постепенно стихли, густой дым и пепел заполнили небо. Гармоничная и красивая долина полностью исчезла, оставив лишь пламя. Не было необходимости говорить об этом. Эта демонстрация силы города чудес потрясет весь лес. Глава 478. Возможность. Спустя 2 часа после сильного взрыва город боевых знамен был взволнован. Вицелорд повел 20 тысяч элит с аурой, которая взмывала в небо, словно море, похожим на смерч и враждебностью, распространяющейся на все 4 стороны, но они были немедленно взорваны, не оставив ни единого пятнышка. Громкая пощечина ударила по лицам каждого из городов боевых знамен, оставив всех их ошеломленными. Кто бы мог подумать, что у Комитета чудотворной торговли будет такая смелость? Кто бы мог подумать, что у Комитета чудотворной торговли будет такая сила? Кто бы мог подумать, что Комитет чудотворной торговли сделает что-то подобное? Это крупномасштабное уничтожение, и это точная атака. Если она приземлится на город боевых знамен, не будет ли этого достаточно, чтобы уничтожить этих орков? Этот взрыв не только уничтожил элитные войска города боевых знамен, но и сделал город чудес знаменитым в лесу. Различные державы и большие племена чувствовали, что меч повис над их головами. Пока город чудес хотел этого, он мог запросто уничтожить большое лесное племя. Этот взрыв был как предупреждение для всего леса, что слабый зеленый город уже исчез, и город чудес обладал квалификацией, силой и смелостью, чтобы быть городом в этом лесу. Они не должны думать, что Комитет чудотворной торговли был слабым маленьким кроликом, иначе их судьба была бы такой же, как у 20 тысяч солдат из города боевых знамен. Город боевых знамен еще даже не объявил войну городу чудес, и они уже понесли такую огромную потерю. Орки были переполнены шоком и яростью, когда весь город начал обсуждать этот вопрос. Као сидел на троне городского лорда из драконьей кости в настоящее время, слушая доклады разведчика с закрытыми глазами. Различные генералы и лидеры племен спорили друг с другом. Все ликвидировано, и ни одного человека не осталось. Город чудес действительно безжалостен. Мы четко исследовали, какие методы они использовали. Где город чудес получил такую сильную власть? Орки все затаили дыхание от ярости. Все они хотели возглавить армию, чтобы атаковать город чудес, но они боялись атаки Комитета чудотворной торговли. «Хватит, замолчите». Као медленно открыл пару темно-красных глаз, и в его глазах не было никаких изменений. Этот результат для нас не считается плохим. Уничтожение 20 тысяч элитных воинов — это неплохо. Младший брат господина городского лорда также погиб в цветочном городе. Конечно, никто не осмелился упомянуть этот вопрос и лишь молча ждал, когда городской лорд заговорит. Као показал слабую холодную улыбку. Использование 20 тысяч человек в обмен на золотой шанс — это того стоит. Мы можем использовать эту причину и официально двинуться против города чудес, заставляя город чудес сдаться. Даже эльфийскому королю на этот раз нечего будет сказать. Господин городской лорд, вы видели оружие города чудес. Этому типу бомбардировок не может противостоять никакая армия, поэтому наша армия может взорваться до пепла, прежде чем они даже достигнут города чудес. Все остальные орки и вожди племен кивнули. Город чудес обладал такой силой и оружием, что они могли даже атаковать город боевых знамен. Проблема, которую стоит рассмотреть сейчас, разве не выяснение, что это за оружие и как с ним бороться? Окружить их, но как? Как только армия города боевых знамен соберется, они могут быть немедленно атакованы. Если мои предположения не ошибаются, эта атака потребляет много ресурсов города чудес, и они не могут атаковать много раз. В противном случае они не взорвали бы 20 тысяч солдат, они напали бы непосредственно на город боевых знамен. Као спокойно сказал: «Нам не нужно мобилизовать армию, нам просто нужно собрать некоторых самых элитных воинов среди элиты и сформировать несколько команд, нападая на город чудес со всех сторон и уничтожая их средства к существованию. Мы разрушим экономику города чудес и заставим их сдаться». Это был правильный метод. Городу боевых знамен не нужно было сталкиваться с городом чудес. Во-первых, в городе чудес было сильное воздушно-десантное оружие, а во-вторых, в город боевых знамен не хотел претендовать на разрушенный город. Было непонятно, какая взрывная сила была в городе чудес, поэтому было слишком рискованно отправлять крупную армию для нападения на город чудес. Лучшим способом было использовать элиту среди элиты и посылать небольшие отряды, чтобы саботировать противника. Город боевых знамен обладал глубокой силой, с экспертами словно облака на небе. У города чудес не было способа сопротивляться вообще.
Каос не стал дожидаться, пока другие выскажут свое мнение, и сразу же отдал приказ. Пусть военно-воздушные силы патрулируют город боевых знамен 24 часа в сутки и подготовят городской защитный барьер к активации в любую секунду. Кроме того, сделайте выбор из 100 элитных солдат из каждой армии, чтобы сформировать команду из 3000 человек, и заставьте их быстро и беспощадно атаковать город чудес. Не сражайтесь напрямую с силами города чудес, отступайте, когда они нападают, и атакуйте, когда они отступают, убивая их, когда они устали. Мы нападем на все их производственные площади и посеем страх и хаос. Со стороны города чудес Мэн Цинву всегда уделяла пристальное внимание ситуации цветочного города. Когда она узнала, что Чутянь отдал приказ о бомбардировке, Мэн Цинву почувствовала, как у нее упало сердце, и поняла, что переговоры окончены. 0. Немедленно передай приказы. Закройте все производственные площади за пределами города и немедленно заставьте армию подготовиться к тому, чтобы защититься от скрытых атак города боевых знамен. Понял, вице-лорд. Мэн Цинву все подготовила и вернулась в городскую транспортную башню. Чутянь уже вернулся с Нангунь-Юнь. Чутянь сразу же крикнул, когда увидел Мэн Цинву: «Молодая мисс, как тебе мой фейерверк?» «Что ты творишь?» У Мэн Цинву было серьезное лицо, наполненное жалобами. «Почему ты взорвал их в это время? Разве мы уже не говорили, что, даже если другая сторона предоставит чрезмерные условия, мы сделаем вид, что сначала согласимся и выиграем время для города чудес? По крайней мере, мы сможем сделать еще несколько партий бомб на заводе, если у нас будет еще одна неделя. Непосредственно поссорившись с ними, мы столкнемся с большим количеством неприятностей. Старшая сестра Цинву, ты не знаешь, как ненавистны были эти парни. Нангунь Юнь уже надела новую одежду. Я думаю, что босс поступил абсолютно правильно. Мы должны были взорвать этих ублюдков. Мэн Цинву потерла лоб. Этот прямой взрыв будет иметь как минимум 3 последствия. Во-первых, мы заранее показали силу небесного наказания, а это значит, что мы больше не можем напрямую атаковать город боевых знамен. Во-вторых, Вечный лес будет сильно обижен на нас. Они не только не отправят армию, но и не позволят эльфийскому королю сделать ход. В-третьих, город боевых знамен получил причину благодаря этому, и война между двумя городами может произойти раньше времени. Это заставит нас двигаться очень пассивно. Город боевых знамен должен был бояться власти города чудес. Хотя Вечный лес был лишь ширмой, эльфийский король отдал город Чутяню и назначил его маленькую дочь вице-лордом города, а это значит, что эльфийский король очень поддерживал Чутяня. Другими словами, если обе стороны начнут сражаться и город боевых знамен выступит с инициативой атаковать город чудес. Имея отношение к Вивиан, эльфийский король мог обойти совет и напрямую прийти на помощь. Даже если бы это был один эльфийский король, он смог бы создать довольно сильный сдерживающий фактор для города боевых знамен. В конце концов, он был экспертом из Вечного леса. Но все изменилось с этим взрывом. Несмотря на то, что город боевых знамен первым начал создавать проблемы для города чудес, у города чудес не было никаких доказательств. На этот раз город боевых знамен пришел на переговоры с городом чудес с целью сотрудничества, но город чудес убил целую армию из 20 тысяч человек. Это дало городу боевых знамен оправдание для вторжения в город чудес. Городской лорд города чудес устроил ловушку. Убил их 20 тысяч элит и вице-лорда. Этой причины было более чем достаточно. Зная, насколько упрямым был совет эльфов, чтобы защитить славу Вечного леса, они не только не отправят эльфийскую армию, но даже помешают эльфийскому королю сделать ход. На первый взгляд, казалось, что комитет чудотворной торговли многого добился, но на самом деле это отталкивало их от края. Они встретили бы ужасную смерть, будучи даже немного небрежными. Взрыв 20 тысяч военнослужащих города боевых знамен также приносит немало преимуществ. Во-первых, это будет тяжелой потерей для города боевых знамен, уменьшая их уверенность и не позволяя им временно посылать большую армию. Во-вторых, это повысит моральный дух города чудес, восстановив веру местных племен в город. В-третьих, город чудес действительно станет лесным городом, сдерживая все средние и малые племена вокруг. Город боевых знамен не сможет попытаться втянуть небольшие силы вокруг города чудес. Мэн Цинву обнаружила, что обсуждать это с Чутянем бесполезно. Так как они уже были взорваны, бесполезно упоминать это. Если бы я была КО, после того, как я испытала эту разрушительную атаку от города чудес, нет сомнений, что я не отправила бы крупную армию. Но он обязательно проведет расследование, посылая элиту для скрытых атак, так как нам быть с этим. Небольшое преследование города боевых знамен против города чудес доставило немало хлопот. С тем, насколько велика проблема сейчас, город боевых знамен определенно увеличит свои силы в 100 раз. Производство города чудес не может продолжаться, и существовала опасность его полного уничтожения. Как говорится, легко увернуться от яркого копья, но трудно увернуться от скрытой стрелы. Если бы две армии сражались друг с другом, Мэн Цинву не нужно было их бояться.
Проблема заключалась в том, что лесная география была слишком сложной, и от такого рода атак было нелегко защититься. Расслабься, у меня есть способ. Как продвигается работа Ин? Башни нежити уже готовы. Хорошо, пойдем и посмотрим. В последние несколько дней Мэн Ин была занята, руководя строительством башен нежити. Чертежи были сделаны Чутянем, и при поддержке окружающей среды Мэн Ин может симулировать приписываемый смертью источник духа, поэтому она может быть лично вовлечена. Чутянь внес серьезные изменения в башню нежити Лича. Главная башня нежити была размещена в центре руин нежити, а другие башни нежити были разбросаны по всему городу чудес. Главная башня будет передавать энергию через подземные духовные жилы, образуя защитный барьер вокруг города чудес. Конечно, защитная ценность этих башен нежити была невелика. Это произошло потому, что башни нежити были распределены слишком редко, и их было недостаточно, чтобы создать оборонительную зону вокруг города чудес. Мэн Цинву была очень смущена дизайном Чутяня. Этот дизайн даже не мог сравниться с дизайном Лича. Он непосредственно собирал большое количество энергии в башне нежити, отправляя ее в небо и непосредственно атакуя область. Мэн Цинву была смущена, но она не задавала никаких вопросов. Эти башни нежити были устроены Чутянем, а вещи Чутяня не были бы хуже, чем у Лича, поэтому у него должна быть своя собственная причина, чтобы сделать подобное. Глава 479. Радар нежити. Кольцо гор, окружающее город чудес, уже называлось горным хребтом чудес. Горный хребет чудес был относительно округлым, с окружностью в 6000 километров. Высота некоторых вершин могла достигать даже более 10 тысяч метров, а большие горы достигали длины более 100 километров. В настоящее время большинство местных жителей и племен, имевших отношение с городом чудес, находились внутри этого горного хребта. Аутсайдеры готовились к входу в город чудес, и большинство из них привели свои племена к горному хребту чудес. Большинство шахт, фабрик и ферм города чудес работали с местными жителями именно в этом районе. Поэтому город чудес и горный хребет чудес были неразделимы и могли существовать как маленькое королевство. Город чудес развивался только внутри этой области и не протягивал руки наружу, или, собственно говоря, они не затрагивали преимущества каких-либо других держав. Они никогда не думали, что смогут избежать будущих сражений, но они не думали, что это произойдет так скоро. Город чудес развивался недолгое время, поэтому оборонительные сооружения города еще не построены, и сейчас они были особенно слабы. В настоящее время это было самое легкое время, чтобы захватить город чудес. Поэтому администрации города чудес нужно было придумать, как укрепить оборону города. Метод, о котором думал Чутянь, был башни нежити. Большая часть ландшафта этого мира находилась под влиянием большого количества духовных вен. Горный хребет чудес были результатом объединения нескольких жил. После того, как Чутянь трансформировал башни нежити, они сначала построили главную башню, чтобы извлекать энергию смерти, как колодец из воды. Башни нежити, сделанные Чутянем, были как резервуары для хранения воды, а духовные жилы в городе чудес были как водопроводные трубы, позволяющие воде течь. На главных вершинах горного хребта чудес были башни нежити, позволяющие духовным венам действовать как проходы, наполняя башни большим количеством энергии. Энергия внутри руин была очень сильной, настолько сильной, что ее можно описать как бурную воду, способную унести корабль. Энергии внутри руин смерти было достаточно, чтобы почти уничтожить город чудес, но ее также можно было использовать для защиты всего города. Башни нежити могли контролировать нежить, но был предел ее дальности. Если бы башни нежити были построены только на руинах смерти, нежить могла бы двигаться только по территории руин, что давало бы им очень мало пользы. Теперь, когда башни нежити уже были оптимизированы, не только были уменьшены коррозионная активность и загрязнение, Чутянь мог теперь создать большое количество башен нежити в горном хребте чудес и окружить весь город. Это сформировало бы защитный барьер вокруг города и позволило бы им использовать нежить в качестве рабочих для добычи большого количества руд с горных цепей. Разве это не было идеально для обеих целей в настоящее время в горном хребте чудес? На вершине стояло несколько человек. Их глаза были заполнены зеленым пейзажем, ревущим водопадом, крутыми скалами, похожими на острые копья, и морем облаков, покрывающих все в густой долине. Это сложная местность, и ее было трудно пройти. Если враг был бы достаточно силен, комитет чудотворной торговли не смог бы их найти. Этот горный лес — это лесопарк, построенный городом чудес и местными жителями. Мэн Цинву посмотрела на необитаемую дикую местность перед ними. Хотя в горном хребте нет диких животных, есть довольно много демонических зверей, поэтому мы не можем напрямую исследовать лес. Таким образом, фабрики были построены напротив утеса или на скале, и из-за этого мы не сможем видеть ситуацию снаружи ясно. Город чудес, окруженный горами, был достаточно большим, имел много ресурсов и не имел сильных зверей, поэтому это было очень подходящее место.
Однако для экспертов города боевых знамен было несложно разрушить место, подобное этому. Враги могли пробраться и спрятаться. Когда они что-то разрушили бы, они сразу же могли вернуться обратно в долину, и город чудес не смог бы их найти. Верно. У них было слишком мало людей. Было бы хорошо, если бы в зеленой религии было больше зеленых защитников. Силы этих боевых марионеток были неплохими и почти достигали царства истинного духа, только они были медленными. Однако этого было бы достаточно, чтобы использовать их в качестве защитного средства. Жаль, что даже у зеленой религии на пике их славы было только 2-3 тысячи этих зеленых защитников. Их можно использовать только для защиты основных городских районов и туннелей. А сейчас, возможно, даже район города не может быть защищен. В городе чудес были большие окружающие их горы, а снаружи были леса. Так сколько зеленых защитников нужно было бы, чтобы охранять все это? Когда Чутянь думал о чем-то, Мэнин подбежала и сообщила: «Чутянь, все готово. Иди и посмотри». За ними была пещера, а в центре была высокая башня. Глядя на внешний вид и ауру башни, это была башня нежити. Только измененная конструкция Чутяня, которая была сделана для этой башни нежити, выпускала ауру, которая не была холодной или зловещей. Вокруг башни было много полупрозрачных духовных существ. Мэн Цинву смутно чувствовала какую-то энергию, исходящую из башни нежити. Эту энергию следует использовать для контроля над нежитью, поэтому, пока в этой области есть башни нежити, нежити могут двигаться в течение длительного времени. Конечно, в Комитете чудотворной торговли не было много живых существ, поэтому эти духи, окружающие башню нежити, были созданы недавно. Нангунь Юнь с любопытством посмотрела на башню нежити. «Босс, почему ты поставил башню нежити?» У самой башни нежити есть защитная способность. Она может высвободить свою энергию, чтобы создать атаку в критический момент, и также может использовать большое количество энергии для подпитки большого количества нежити в бою. Если мы сможем построить еще несколько тысяч таких башен нежити в следующем году, чтобы сформировать гигантский массив, эффект не проиграет никаким городским защитным барьерам. Городским защитным барьером. Загорелись глаза Мэн Цинву. Означает ли это, что эти башни нежити были построены для защиты города? Для городов в лесу хаоса, будь то город в лесу или под землей, городские стены не имели никакого значения, так как они не могли защитить от атак или приливов демонических зверей. Тем не менее, большинство компетентных городов будут иметь собственные защитные городские барьеры, которые будут покрывать большую часть города, чтобы сохранять его в безопасности. Было очень трудно организовать такой крупномасштабный защитный барьер. Это было даже больше, чем защитные горные массивы в Великом Чжоу. Это требовало большого количества времени и усилий. Зеленый город на своем пике мог использовать зеленых защитников, чтобы создать барьер без единой дыры, таким образом сохраняя весь город в безопасности. Однако, поскольку зеленая религия была ослаблена, они могли создавать барьеры только на основных направлениях. Они не могли покрыть весь город или всю горную цепь. Слишком поздно строить барьер сейчас. Мэн Цинву сжала брови. С нашим текущим запасом людей и ресурсов было бы трудно построить его даже через год. Медленная помощь не сможет помочь в чрезвычайной ситуации. Юная мисс, у меня нет проблем с головой. Конечно, я не думаю о создании барьера, чтобы не пускать врагов. Чутянь показал слабую таинственную улыбку, когда он шел около башни нежити. Эти башни имеют очень важную способность после изменений, которая может восполнить наше нынешнее слабое место. Какая способность? Наблюдение. Чутянь сказал: «Ты видишь духов, окружающих башню нежити?» Это все духовные тела, которые я намеренно добавил. Все посмотрели на башню нежити. Огромное количество духов быстро перемещалось вокруг башни нежити, как защитный слой вокруг башни. Чутянь продолжал объяснять. Эти духи не имеют физического тела, поэтому они способны находить силу существ и жизненную энергию через духовные волны. Они особенно чувствительны к живым существам. Ты имеешь в виду, Мэн Цинву посмотрела на башню нежити. Они могут использовать свои способности для патрулирования всей области. Правильно, эта их способность будет увеличена более чем в 10 тысяч раз с помощью башни нежити. В радиусе нескольких сотен миль пока входят любые живые существа, особенно те, которые обладают большой силой или большим количеством враждебности, башня нежити сможет их почувствовать. Чутянь указал на башню нежити. Это своего рода духовные радарные системы. Пока он подключен к умному мозгу, любые тонкие изменения можно будет быстро засечь и отправить нам сведения о враге. Энергия башни нежити резонировала с энергией внутри живых существ. Башня нежити могла почувствовать присутствие живого существа в пределах 1000 миль. После того, как войдут эксперты города боевых знамен, башня нежити сможет следить за ними. Неважно, спрячутся ли они во враге или в пещере, даже скрытые способности вряд ли смогут им помочь.
так как в конечном итоге им придется себя раскрыть, ведь они не смогут скрываться вечно. Благодаря мощной аналитической способности умного мозга он может точно определить их местоположение. Чутянь тогда сказал, божественное око лисы также может сыграть свою роль. Если срывающая способность другой стороны будет слишком сильна, пока мы сможем найти примерную область и проверить с помощью божественного ока маленькой лисы, любая скрывающая способность будет бесполезна. Они будут у нас как на ладони. Хорошо, отлично. Это решает нашу самую важную проблему. Мэн Цинву подумал о другом и сказал, наша исследовательская лаборатория карликов недавно создала марионетку живого зверя, которая может помочь повысить наши защитные способности. Марионетка живого зверя. Чутянь и другие не знали, что это было. Мэн Цинву достала из груди маленькую птичку размером с яйцо. Эта птица, похоже, ничем не отличается от живого существа, и небольшие различия можно увидеть только при внимательном рассмотрении. Ее правый глаз был холодным и пустым. У этого кукольного существа установлена камера, и ее голова управляется насекомым шаманов, поэтому мы можем свободно ею управлять. Каждая из них равна движущейся камере наблюдения. Есть несколько сотен подобных марионеточных птиц и марионеточных кроликов, поэтому они могут быть отправлены по всей лесной территории. Мы сможем использовать их для разведки, когда обнаружим какие-то странные обстоятельства. Это здорово. Нангунь Юнь почувствовала, что городская система оповещения была просто идеальной, им больше не нужно было гоняться за вражескими врагами, что эти идиоты могут сделать с нами сейчас. Они идут прямо в ловушку. Чутянь хлопнул в ладоши. Хорошо, так как мы все закончили, все должны быстро подготовиться. Нангунь, усердно работай в течение следующих нескольких дней. Я соберу экспертов в городе чудес, а ты отправишь их погоняться за мышами. Нам нужно, чтобы все видели наши способности и повысили доверие к городу чудес. Нет проблем. Бой должен был скоро начаться, Нангунь Юнь была очень взволнована. Глава 480. Засада. Мэн Цинву быстро настроила умный мозг. Когда умный мозг был подключен к башне нежити, духовный радар нежити был активирован. Главная башня нежити извлекала энергию из руин смерти, и эта энергия направлялась к различным вершинам через духовные вены. Эти башни нежити на вершинах будут извлекать энергию, и после того, как она трансформируется энергетическим массивом, поисковые способности духов будут увеличены. Наконец, они будут достигать частоты 1 раз каждые 2 секунды с дальностью в несколько сотен миль. Собранных данных было просто слишком много, обычное духовное тело не сможет его обработать. Были продемонстрированы возможности умного мозга. Умный мозг был духовным телом, и после его подключения к башне нежити умный мозг собирал данные и обрабатывал их в большом количестве, формируя изображение. После нескольких часов сбора данных, карта распределения форм жизни горного хребта чудес была полностью отображена. Формы жизни, которые были ниже 7-го слоя пробужденной души, игнорировались, избавляя от 99% форм жизни на карте. Остальные из них были обработаны умным мозгом, и, наконец, карта была сформирована. Как только эта карта будет сформирована, если появятся какие-либо новые формы жизни, радар нежити обязательно найдет их. У демонических зверей не было той же волны, что и у разумных существ, поэтому им просто нужно было сосредоточиться на волнах разумных форм жизни. В ресторане в форте городского лорда Чутянь обедал со всеми. «Ин, ешь немного больше, тогда твоя грудь будет больше». Мне это не нужно». Ин произнесла эти сильные слова, но она проглотила еду за 2-3 укуса, прежде чем съесть высококачественный духовный рис, как будто ничего не произошло. Чутянь смеялся, наблюдая со стороны, и все остальные улыбались, мгновенно заставляя лицо Ин покраснеть. Нангунь Юнь с завистью посмотрела. «Я только сейчас узнала, что босс теперь сын, я действительно завидую вам. Мне уже 20 лет, и я до сих пор никого себе не нашла. Тебя это тоже беспокоит?» Я думал, что только молодая мисс будет. Прежде чем Чутянь закончил, молодая мисс сунула ему в рот куриную ножку, глядя на него угрожающе. «Ешь свою еду, не говори глупостей». «Я тоже женщина». Нангунь Юнь была немного недовольна словами Чутяня. Какая девушка в мире не хочет найти хорошего мужа? «Ин, я слишком завидую тебе. Почему я не смогла встретиться с боссом первая? Я думаю, что никто не захочет меня, и я не смогу выйти замуж. С таким же успехом я могу просто попросить босса принять меня в качестве наложницы, мне наплевать на статус». Чутянь почти выплюнул свою куриную ногу. Мэн Ин была также ошеломлена. У этой женщины-дьявола действительно был большой рот. Конечно же, у некоторых уже были подобные мысли, но никто не осмеливался это сказать.
Нангунь Юнь все еще была красавицей, и кроме того, что она была немного жестокой, она все еще соответствовала чувству эстетики континента, как никто мог не хотеть ее. Нангунь Юнь увидела выражение лица каждого и серьезно сказала: «Я очень серьезно. Ин, ты меня допустишь? Я полностью предана боссу, я могу пойти в спальню, остаться в главном зале и даже сражаться на поле битвы». Мэн Ин почесала голову и сказала несколько неловким голосом: «Наши отношения так близки, мы уже сестры, как я могу тебя не пустить? Я всегда думала, что лучше жить всем вместе». «Чутянь, что ты думаешь?» «Чёрт. Даже Ин говорит это, что еще я могу сказать? Я просто...» В это время огненный взгляд молодой мисс вспыхнул, и губы Чутяня были зажаты. У Ин было мягкое сердце, и он стеснялся говорить что-то еще перед всеми, поэтому он мог лишь смущенно улыбнуться. «Ешьте сначала, ешьте сначала. Мы обсудим этот вопрос позже». Нангунь Юнь была немного разочарована. Но у нее были стальные нервы, поэтому она не особо возражала. Когда у всех было какое-то неловкое настроение, в ресторане вдруг раздался голос. «Городской лорд, вице-лорд, второе чудо уже создал карту форм жизни с помощью радара нежити. Вы хотите ее увидеть?» Это второе чудо было недавно посланным умным мозгом. Эта система защиты была полностью сделана с помощью второго чуда. Хотя сила и пределы второго чуда не могли сравниться с ноль, это был полноценный умный мозг, поэтому не нужно было сомневаться в его способностях. Мэн Цинву встала. «Давайте сначала посмотрим». «Да, вице-лорд». Голос 0 только что прозвучал, когда несколько зеркал передачи изображений собрались вместе, образуя гигантское зеркало. Сначала появилось изображение окружающих горных цепей, после чего на нем появились различные точки света. Нангунь Юнь и Мэн Ин увидели густую группу огней, и они почувствовали головокружение, чувствуя страх от того, насколько плотным оно было. Возможно, только обладая такими супервычислительными способностями, как умный мозг, можно было проанализировать подобное. Бесчувственный голос 0 снова прозвучал. Это карта форм жизни горного хребта чудес, и интенсивность света показывает, насколько они сильны. С данными, которые мы получили, в царстве истинного духа есть 5631 существо. Невозможно. Мэн Ин положила свое серебро. Как может быть так много экспертов истинного духа? Вы, должно быть, ошиблись. Умный мозг никогда не ошибается. Мэн Цинву покачала головой. Несмотря на то, что она была потрясена этим числом, она все же верила расчетам умного мозга. Большинство из них, вероятно, демонические звери. «Да, вице-лорд», — тихо повторил спокойный голос 0. «По данным опроса, есть 5072 нечеловеческих экспертов истинного духа. В соответствии с оценкой, они должны быть названы демоническими зверями третьего класса. 7 из них — высокоуровневые демонические звери третьего класса». Все показали шокированные выражения. Высокоуровневый демонический зверь третьего класса был равен эксперту царства преобразования души. В горах действительно были спрятаны более 5000 демонических зверей третьего уровня, эквивалентных культиваторам истинного духа, и было 7 демонических зверей уровня преобразования души. Это было слишком шокирующим. Город чудес был в хорошем положении, активность демонических зверей была низкой, и не было никаких сверхмощных диких зверей, но даже в этом случае популяция демонических зверей в лесу хаоса превзошла их ожидания. «Это слишком шокирует», — сказала Мэн Ин. «Эти демонические звери могут запросто уничтожить город чудес». Чутянь улыбнулся. «А чем ты беспокоишься? Горный хребет чудес не уступает по размеру зеленому хребту государства Цин. На что они, по-твоему, рассчитывают, если в этих горах есть несколько тысяч демонических зверей третьего класса? Это ведь лес хаоса. Это также означает, что существует более 5000 экспертов истинного духа». Мэн Цинву кивнула в подтверждение этого числа. Радар нежити, созданный Чутянем, должен быть надежным. Это облегчает поиск цели. Вполне вероятно, что враг отправит большое количество экспертов истинного духа, и когда эти люди войдут, мы сможем немедленно отследить их. Введите самое высокое состояние оповещения прямо сейчас. Да. 0 исчез. Мэн Цинву продемонстрировала редкую улыбку. С этим радаром безопасность города чудес повышается как минимум в 10 раз. «Мы все равно не можем быть небрежными», — напомнил Чутянь. В этом мире есть много способов скрыть энергетические волны, и есть некоторые темные существа и существа нежити, которым и вовсе не нужно прятаться. Если мы будем контролировать область лишь с сигналами жизненной энергии, мы все равно будем ограничены. В этом мире не было совершенных вещей. Но все же этой системы наблюдения было достаточно, чтобы Мэн Цинву была приятно удивлена. После того, как радар нежити работал в течение дня, второе чудо собирало все больше и больше данных, даже показывая действия большинства этих демонических зверей.
В это время на карте было странное вторжение, которое сразу привлекло внимание умного мозга. Второй, третий. По крайней мере, несколько десятков точек были захвачены. Было 200 экспертов истинного духа и 2800 пиковых экспертов пробужденной души. Это был определенно элитный отряд, которым руководил эксперт преобразования души. Цель появилась. Они действительно использовали этот метод. Так как они вошли в сеть, они не могут винить нас. Мэн Цинву отдала приказ 0. Обращайте внимание на их движение. Нангунь Юнь, направляйся в специальные подразделения, постоянно поддерживая связь со штаб-квартирой. Хорошо. Нангунь Юнь быстро ушла. Мэн Цинву нацелилась на самую сильную группу из 25 человек, включая одного эксперта по преобразованию души, который должен быть лидером этой экспедиции. Была ли это его личность или угроза, которую он представлял, не было сомнений, что этот парень станет ключевой целью. Маленькая лиса, посмотри. Чутянь использовал способность божественного ука маленькой лисы. Использование божественного чувства могло найти цели, которые были скрыты, и могло оценить боевую силу другой стороны, что позволило им сформировать лучший план битвы. Они нацелены на завод дирижаблей. Может ли быть так, что они уже узнали, что дирижабли уничтожили их 20 тысяч человек? Мэн Цинву была удивлена, что эти люди направились к заводу дирижаблей, но она быстро пришла в себя и отправила информацию для Нангунь Юнь. Они проходят через каньон, это лучшее место для засады. Нангунь, решать тебе. Помни, ты должна быть осторожной, среди них есть эксперт преобразования души. Нангунь Юнь получила подробную информацию и была уверена в себе. Она держала переносную пушку изначальной энергии и высокомерно сказала: они решили посягнуть на город чудес. Тогда сегодня им придется заплатить высокую цену. Все, следуйте за мной. Это была группа из 1000 элит. Мало того, что у них было 50 экспертов истинного духа, среди них также были шаманы, друиды и зеленые священники, и все они были людьми с богатым боевым опытом. Это была определенно очень сильная команда. С лидерством Нангунь Юнь все начали быстро двигаться. 1000 людей установили 4 новые пушки изначальной энергии по бокам каньона, а также установили большое количество мин и множество других различных видов приготовлений. Несколько сотен людей со штурмовыми винтовками ожидали приказов с направленными вниз дулами. Люди страны боевых знамен никогда бы не подумали, что их тщательно спланированный маршрут, в конце концов, станет входом во врата смерти.